Здрасте. Что случилось? Что случилось, копия? Это вы стали, друг, мне рады сегодня. Поговорить, ну. Но когда мне разговаривать? Ну когда же мне разговаривать-то? Чё случилось? Наша в режиме берсерка. Ну, хорошо. Режим берсерка нормально. Плохо, ибо я знаю, кого хочу порвать. Кого? Кто обижает сестру? А кто ее обижает? Привет, программер. Кто ее обижает? Муж? Ну... Его семейство? Сейчас я схожу еще попить, наверное. Че пить? Не да- Ну, а какой расчет-то может быть? Ну, дела-то все-таки их. Понятно, что там можно что-то посоветовать и так далее. Но на какой фоне-то? Точнее, в чем суть? Чего он обижает-то? Я тут кодекс тут не читал. Я тут вообще даже не трогал. Не входящий совет дополнительный. Жесть. Так, там главное... Люб жив? Люб жив. Хорошо.
Нельзя провоцировать, там семья очень хочет развалить брак. Блин, ну, мне сложно что-то советовать. Я ж не был в семье и так далее, как бы. Программер, помогай. Надо игруньку? Так отвлечься надо. Помогать с чем? И сами должны решить. Вот все, что я думаю. Что тут еще? Игруньку. Игрунька-то будет. Только надо почитать сперва. Немножечко. Сейчас немножко почитаем. Человеческий альянс. The Systems Alliance is an independent supranational government representing the interests of humanity as a whole. The Alliance is responsible for the governance and defense of all extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs. Не души. Я справился сильно, стрим портить нафиг над этим темой. Правильно. Переключаемся. Война первого контакта я читал. Или нет? Или да? Оно мне не отмечено, что я читал. Ну, отмечено, что я читал. Я чуть не помню такую картинку. Основной оборонительной силы, где оказать... нет, читал, да. Который проводя контрнаступление. Альянс систем, скорее всего, тоже. Ладно, давайте про Землю. Я гляжу, игрался с настройщиками камерами. Да. На родной планете человечества начался золотой век. Ресурсы, доставляемые на Землю с дюжиной колоний и сотен индустриальных поселений, стали причиной бурного роста промышленности, торговли, процветания искусств. Большие города превратились в археологические сооружения, а удаленная работа через экстранет позволила более эффективно использовать территориальные ресурсы. Земля по-прежнему поделена на государства, но все они находятся под флагом альянс-систем. У нас бы так. Несмотря на то, что качество и продолжительность жизни всех людей увеличились, пропасть между бедными и богатыми росла с каждым днем. Развитые нации избавились от большинства генетических болезней и загрязнения. В менее удачливых государствах развитие технологий становилось на уровне 20 века, и жители этих стран задыхались от смога в перенаселенных трущобах. Я свет купил просто. Ну, пришел. Уровень моря за последние 200 лет поднялся на 2 метра. У меня теперь, короче, ладно, покажу. У меня есть такие штуки, вот такие. Сейчас. Не будет, наверное, видно. Вот такие. Лампы. Такие. Сейчас все засвечивает. Ну и одна такая, ну, РГБшная. Можно там любой свет ставить. Срачи нету? Ну ладно, нету. Сейчас по-другому покажу. Это отключить. Вот такие лампы. Такие. Джедайские. Одна сделал красный, что это. Чтобы морда красная была, а другая синяя. Ну, поставил пока. А такая. Ну и эти подставочки под них. Вот так вот. Вернемся к трущобам пока что. Уровень моря за последние 200 лет поднялся на 2 метра, а ущерб, нанесенный окружающей среде, сильно увеличивал вероятность природных катаклизмов. Тем не менее, за последние несколько десятилетий
Ситуация значительно улучшилась благодаря техническому прогрессу. Надо еще что-нибудь почитать. Этого мало. Неразумные существа, обитатели галактики. Так я читал. Про молотильщиков я читал. Про хаски я читал. Здесь что-то добавилось? Нет. Спорами впервые силы столкнулись, когда с командой приходила была утеряна связь. Мы напали на группу выставки, и почти все штурмовики были уничтожены. Силы Альянса рекомендуют атаковать молотильщик при помощи тяжелого вооружения. Так. Надо еще чуть почитать. Планеты, регионы. О, господи, здесь слишком много. Ну ладно. Вот это и все. И потом пройдем. Значит, неисследованные планеты. В галактике насчитывается от 200 до 400 миллиардов звездных систем. Менее 1% из них изучены. Первые попытки экспансии людей в районе Оттического траверса были случайными. Они были вызваны необходимостью колонизации планет, где размещение поселенцев было легко осуществимо с экономической точки зрения. В погоне за этими участками суши были проигнорированы тысячи планет с менее дружелюбной окружающей средой, но, возможно, более богатой ресурсами. Богатства целых солнечных систем остаются нетронутыми и ждут изучения экспедициями, организованными крупными корпорациями либо независимыми исследователями. Тем не менее, это совсем непростая задача. В дополнение к опасностям, которые таит неблагоприятная окружающая среда, из-за того, что неисследованные планеты никто не посещает, они часто становятся прибежищем преступников, повстанцев, последователей различных культов и других личностей, желающих скрыться от галактического сообщества. Ну, я, по идее, на Навере и Феросе не был. Ну, можно про них прочитать. Планета Новерия. Холодный скалистый мир, большая часть гидросферы, которая представляет собой массивные ледники. Планета находится в частной собственности Наверианской корпорации развития. Капитал НКР состоит из инвестиций более 20 фирм, занимающихся развитием высоких технологий. Корпорация управляет советом директоров, представляющим интересы этих фирм. Инвесторы осуществляют постройку риск-лабораторий на поверхности Наверии. Эти лаборатории используются для проведения исследований, которые невозможно провести в другом месте ввиду их опасности или противоречивости. Так как Наверия формально не является частью пространства цитадели, не подчиняется законам Совета. По специальному соглашению агенты Спектр получили экстерриториальные привилегии, но приверженность Совета директоров этому принципу еще предстоит выяснить. Из-за своего уникального статуса Наверия по вполне понятным причинам часто становится частью различных нелепых теорий заговоров. И планета Ферос. Мы должны будем посетить. Ферос — обитаемая планета в скоплении беты Атики. 2/3 пригодной для жизни поверхности занимают руины разрушенного мегаполиса Протеан. Так классно, маленькая, но травка уже кругом. Не, у нас было потепление, а потом резко выпал снег на прошлой неделе в четверг. И температура с плюс 10 упала до минус, ну, скажем, минус 8, минус 6 за день. Так, бетатики, для жизни. Занимают руины разрушенного мегаполиса Спартан. За те тысячелетия, что прошли с момента их исчезновения, руины неоднократно грабили мародеры. Фера считается малопригодной для колонизации планеты ввиду недостаточного количества свободной земли для ведения сельского хозяйства. Единственные источники воды находились на полюсах, в которых проведены пришедшие в упадок водопроводной системы Протан. Надежность сооружений разброшенных городов вызвала сомнения, несмотря на то, что сохранились они хорошо для своего возраста. Нижние этажи были завалены горами мусора высотой нескольких метров. В воздухе повышенное содержание пыли. В 2178 году человеческая корпорация Экзогени объявила о своем намерении организовать постоянную колонию на Феросе с целью изучения руин. Первопроходцы поселились в нескольких нетронутых небоскребах, используя целевшие водопроводные системы Протеан и гидропонные сады, расположенные на крышах для нужд населения. Все, больше не буду пока утомлять.
с сводками и так далее. Так, сейчас я звук верну. Где звук? Около 0, днем 84, уже 2 недели. Ну, у нас было тепло, а потом хлобысь. Так. Работает? Работает. Я вроде тут ничего не исследовал, насколько я помню. Короче, диск с данными. Ничего важного. Пусто. Альсгар. Альсаг. Родные звуки? Ты играла или видела? Во время кампании по уничтожению пиратов, которую Альянс проводил в 2160 году, на Альсаге во время разрядки двигателя был обнаружен батарианец по имени Элуам Ранпера, управляющий фрегатом Тунерон. На требования крейсера Хайдарабад, ну и название, сдаться, Ранпера ответил отказом. Тунерон был уничтожен при попытке взлета. Обломки корабля разбросаны по всему южному полушарию. Плутоний здесь. Понял. Он Тамалька. Вокруг Онтамальки вращаются сотни притянутых спутников. Большинство из них существует не более нескольких тысяч лет. Затем они либо выбрасываются за пределы орбиты, либо притягиваются и попадают в атмосферу, либо разрываются на части приливной силы и становятся частью огромных колец газового гиганта. Попытки пролететь через это хаотичное поле как минимум опасны. Корабли, не имеющие кинетических барьеров военного класса, вряд ли смогут избежать гибельного столкновения. Онтамалька. Онтамалька, да, Онтамалька. А чё? Чё смешно? Онтамалька, да. Да, Онта. Альтайя. Сделать вывод. Так. Ну, это ничего интересного. Фигня. Эдоп. Началось. It looks like an automated distress beacon. Так, здесь приземляться надо, подожди. Триманре. На Триманре отсутствует магнитное поле, поэтому корабли не могут разряжать двигатели с орбиты. При этом незначительная сила притяжения на планете позволяет осуществлять прямую посадку даже таких кораблей, как крейсеры. Прикольно. Так, Эндоух. Лишенная водоемов планета, атмосфера которой состоит из двуокиси углерода и азота. Поверхность Эндоуха покрыта пустынями из силикатного песка, и лишь в нескольких местах пейзаж нарушает горы вулканического происхождения, являясь укрытием от резкого, наполненного пылью ветра. Орбита Эндоуха кишит обломками, возникшими в результате гравитационной активности газового гиганта Онтамалька. Ввиду частых падений метеоритов, изучение планет представляет опасность. -1 градус, кстати. Годится. Так, мне до сих пор вот это не дали ачивку с квестами. Такая с характером планетка идет.
Так, один есть. И какие впечатления? А там звук есть? Я просто без звука смотрел. Там есть звук? Надо со звуком еще посмотреть будет. Ну, грохот это хорошо. Просто на работе стараюсь без звука смотреть, так меньше палево. Е-е-е, Пеппес. Ну уж что-то уж прям крайности. Уж от кого тебя не ожидал. Я не говорю, что ты нормально или плохо к ней относишься. Че я буду на работе такое смотреть? Ну ты, конечно, да. Потом куда всю энергию-то девать? Здорово, взор. Ты что там, заработался? Где пропадаешь? Контент где пропускаешь весь? Ты вроде, я начальник? Нет. Чего ты взял? Я работяга. А вон началится. Что-то просадки было по фокусу. Блин, и главное, чтобы YouTube не отваливался. Блин. Челюсть. Ну как челюсть? Давай, рассказывай. Тихо. Alliance soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. These are Admiral Kahoku's men. We need to tell him what happened here. Ну так, вот здесь, значит, да, это... Патруль адмирала Кахоку. А отключить-то его нельзя, что ли?
Chill out музон. Чили, что ли? В отпуске, что ли? Я не понял. А на стримах что нет? Тогда? Расслаблять, понятно. Запрещенными веществами, да? Heading out. Жетон капитана Майлона. Установить причину, по которой он оказался, невозможно. Можно и невозможно. Угу. Мы просто проверили. Это была проверка. Чё так фэпс проседает жестко? Подгрузки какие-то. Блин, ну не лучше с этой стороны тогда. Это Elite Done Heroes, конечно. А ты откуда знаешь? Elite Done Heroes. Securing point. Просматривал стрим, говорит, какой-то. Вот ты где-то вот просматривал стрим, а значит, а у нас тут не появляешься. Ну, понятно, понятно, я с тобой. Так, а может центр выйти? Хотя я по-любому захватил. О, здорово. Минус 250, кстати. Все, выпил. Ну, хочу пить. Так, Спарта, Македония, Афины, Кнос. Македония, давайте. Что такое они жмутся? Фарш матч, значит. Паргелуза. Ничего особенного. Батавиг. Так. Большая часть поверхности покрыта морями жидкого аммиака, населенными
уникальную форму жизни, структурную основу которых составляет аммиак. Несмотря на то, что на замерзших континентах жизни отсутствуют, холодные токсичные моря полны разнообразных сложных живых организмов. Чрезвычайно недружелюбная для людей окружающая среда Патавига подходит для заселения волосами. Процесс переговоров между Альянсом и турианской иерархией покровителями волоса были достигнуты определенные успехи. Пусть. Поролан. Так. Поверхность коростыцем из кварца. Херня, короче. Записи матриарха. Ну и тоже не особо ничего важного. Шардзила. Опасность атмосферы, давление 1. Шардзила обладает очень плотным слоем атмосферы, состоящим из аммиака и кислорода. Климатические условия на планете умеренные, а поверхность состоит в основном из алюминия и залежей серы. По данным коммуникационных маяков, неподалеку отмечено перемещение незарегистрированных судов. Основу системы Шардзилы составляют организмы, имеющие кремниевую структуру и дышащие кислородом, плотно заселенные районы покрыты слоем силикатной пыли, который является продуктом жизнедеятельности высших форм жизни. Высокая скорость ветра на поверхности и высокий уровень содержания силикатной пыли в некоторых районах представляют угрозу для жизни. В местах, районах осуществлять пешее перемещение и проводить работу вне транспортных средств не рекомендуется. Так, а это последняя здесь планетка, да. Всаживаемся. А чё, даже квеста сюда никакого не дали? Странно. Ну что это сюжетная какая-то тема. Крепость. Крепость? Так, наверное, вот так сейчас проедусь. Чтобы в город сильно не забираться по низинке. Появился я где? Ну, примерно в центре, да. Теперь сюда идти. Зора. А представляешь, как спать с тем, у кого большие? Там смайлик бы другой был, да? Это что такое? Пусто.
Че, видишь, какие копии, интересные темы начались. Опять записи матриарха эти. Ну, кстати, уровень опасности же. Я тут бегаю, как на пляже. Так, давайте сюда съездим, прочекаем. А, там минерал лежит. Успел. Так, и кто здесь? Что скопление? Вы кто? Кто такие? Вопросы? Что, бесконечная лока? Что взял? Конечная. Это же другая планета, если что. Engaging target. Powering up. Да ты сдохнешь, нет? Бля, они так падают прикольно. Эффект вообще был какой-то. Ладно, я пошел. Прикройте меня.
Нормально танчик, кстати. Perimeter clear. Ты в нее играл уже? Конечно. Я первую часть не один раз даже проходил. Заказал Дарк. Он ее протянул своими желаниями. Да, конечно. Не, ну желание у меня было в нее поиграть. Просто уже много-много лет прошло с тех пор, когда я в нее играл. Она же 2008, вот эта игра 2008 года. Ну, это типа обновленная, конечно. Но все равно. Дарк, тебе на кресло надо приделать кошачьи ушки. Так, ну значит надо собирать донаты на кошачьи ушки. Блин, тут что-то подсвет... О, вот отсюда можно. Где? Ну, только что было. Я не уйду, пока не подберу это. Я ж видел. Там был значок. О. Да как вы затриггерить-то? О. Бля, я не открою, да? Ближе подойти. Ха! Плюшка им балась. У меня пряники есть с черемухой. О, скелет. А там, по-моему, медицинский экзоскелет. Или это все-таки то? Блин, если это то топчик будет. И... Ну-ка. Скелет. А, мне, блин, мало этих. Нет, это не тот. Крушащий урон, физический предел. Это не тот скелет. О! Титан. 2 ячейки. Вот это мне надо. 210 щиты. Да. Так, медицинский интерфейс 5. Что они? Сонное покрытие. Физурон, скорость состояния щита, прочность. Классно. Щиты, точное сокращение восстановления. Крушащий урон, это что такое? Такими как подъем, бросок. Нафиг не. Это хочу. Чё? И у кота. Зверька достойных один. Бесплатная идея тебе. Даже 2 получилось. Какие?
никого нет такого кресла. То, что он будет с ушками, ничего не даст. Ушки и демонические рожки. Вы нашли информацию, свидетельствующую о том, что Азари, являющийся лидером этих работорговцев, приходится с сестрой Насани Дантиус, влиятельному послу Цитадели. Вы должны вернуться в президиум и высказать это Насани в лицо. Ой, я Насани не только в лицо выскажу. Что, прям в журнале есть? Да. Встречу Насану и... Вы поняли. Блин, вот вроде купил дробовик и нормально стало. Там, правда, еще и я класс подкачал. И теперь щиты пожестче. Я выключу динамик, я выключу, хорошо. Я сижу тут с динамиками. Дробаш в всех играх, ну не скажи. Тут много лицом ловишь. Не всегда. Вначале он вообще урон не наносил. То есть у меня были проблемы. Тут больше снайпа заходит. Вот снайпа хороша. Вот в первой части прям вот снайпа. Самый топчик. Я, кстати, винтовку еще не тестил. У него вроде там самый высокий дэмэдж 240. А, ну сейчас она послабее, да, дробаша. Ну то, что я его купил. Винтовка на 247. Просто в Mass Effect, ну, вы можете играть классом, который будет типа на средних или дальних дистанциях отстреливаться, сидеть. Но я думаю, это не особо прикольно. А вот когда ты врываешься в мили-рейндж с дробовика и наваливаешь, там, правда, опасность, что тебе наваляют быстрее, есть. Но все равно прикольно, какой-то экшон появляется. Понял. В одну часть играл, наверное, следующий. Там нормально еще была с классной каютой. Ну, будет во второй части. Там Нормандия покруче этой. Там можно будет кораблики собирать все. Выставлять. Мили с двуручным мечом или молотом. Но здесь такого нет. Здорово. А чё? Ебись вопросы, да. Как сам считаешь?
Я уж хотел программеру сказать, чтобы если ты ответишь неправильно, тебя забанили. Но ты спасся. Так. Ну, еще в центр сгоняю на всякий случай. Хотя, сколько? 2? А, 3. Навряд ли там что-то будет. Просто мне важно знать. А в чем разница будет? Так принципиально? Ты ж меня в баню звать не будешь? Какая разница, что человеку нравится? Если он только это не выпячивает везде. Не пропагандирует. Так, все, F тогда. Блин, мне кажется, в Афинах она будет. Давайте в Кнос слетаем тогда. Кажется, Лиара будет в Афинах. Я уж просто не помню, но вот что-то мне подсказывает, что она будет в Афинах. Тут тоже жнецы есть. Они везде есть. Весь смысл в жнецах. Вся основная идея в жнецах. Так, что-то у нас... Ну, короче, гелий 3, ну херня. Качество транслятора риска битрейт. Почему не 60? Потому что там ограничение 30к. Армении. В результате подробного исследования на поверхности были обнаружены миллионы аккуратных гробниц, уходящих на несколько метров под землю, оставленные давно вымершей расой космических исследователей, именуемых ЗИОФ. Представители многих университетов землян изъявили желание провести археологические раскопки. Тем не менее, Совет объявил о неприкосновенности мест захоронений. Судьи пытаются разрешить вопрос уже около 10 лет. Ну и ладно. Зелененькая такая, кстати. Закрос. Терум. Блин, я был не прав, да? Ну, Новый Екатеринбург, что? Или все-таки был прав? Фест. Небольшая, лишенная водоемов планета. А, ну ладно. Что ж, читать не буду. Так, Терум. Удаленная процветающая индустриальная планета, принадлежащая альянсу систем. Большое количество залежей металлических руд стало причиной промышленного роста на Земле. Высокое содержание в пробах следов веществ, структурную основу которых составляет кремний, свидетельствует о том, что Терум когда-то был более обитаем, чем сейчас. Вероятно, это объясняет факт наличия на поверхности большого количества протеанских руин, основная часть которых разграблена горнодобывающими корпорациями. Столица Новый Екатеринбург. Жесть.
59 градусов. Блин, ну не здесь же она должна быть. Не здесь. Я отказываюсь в это верить. Каждый раз их побеждать. А мы тут с ними и воевать толком-то и не будем. Это с... Блин, она здесь. It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Блин, она здесь. Да, ну ладно. На Лиару вышел. Или можем вернуться, зачистить ту оку, а потом сюда. А я нет, я не могу вернуться. Ладно. Тогда работаем. Чё пощади? Это не на Твиче же. Это на новой прославленной площадке. Православные, я бы так сказал. И на ютубе тоже. Что здесь? Ебать. А, я не смогу у него стрелять. Да, нормально, нормально. Чё преимущество-то? Я здесь зайти не могу, да? Все равно ехать. Так, что у нас здесь? Найти Лиару Тиссони. Отправьте скопление Тау Артемиды. Найдите Лиару.
А ну уходить. Был гет и нету гета. Так, а чё Удди? Была в Удделе. Не могу спуститься. Ой, там что-то есть, кстати. Плюс 17. Да вот вообще жарище. У нас даже снег, понимаешь? У нас снег даже растаял, когда вот было плюс 10. У нас снег весь растаял. А потом хлобысь, короче, и навалило столько снега за день. Что офигеешь. Теперь у нас холодно опять. Блин, ну почти. Clear. Я ком себе грыданул опять. О, ожил. Так. Что ж ты сделал за выходные такое, что грыданул себе комп, а? Опять, говорит. Грыданул. Остановись. Ладно, пора, давай, коп. Заходи. Да, рады. Поменял мать, ставил Ryzen, M2 SSD,
На 33к. Ты почку продал, что ли? С одной почкой жить не очень. Да сдохни ты уже. Здоровый, блин. Я спросить хотел. Я вот запустил Far Cry на ультрах, и проц до 70 греется. Это для такого проц еще норм или уже нет? Блин, открой ты спецификацию. Там критическая температура какая? AMD? Для AMD вообще нормальная тема, 70 градусов. У меня 80 греется. Вполне себя нормально чувствует. Что, летит опять? Нет? Казалось. Вот когда у тебя начнет комп вырубаться или перезагружаться, или ты заметишь, что у тебя тротлинг начался, жесткие фризы, вот тогда надо будет уже дюнуть что-то. Я бы себе вот кулер другой, конечно, поставил. Турбобуст, а зачем тебе нужен? Да я выключу. Хватать не будет потом уже, когда это через несколько лет, там, допустим, захочешь больше, включишь.
На самом деле они критическую температуру даже занижают. То есть там по факту температура она еще выше, чем есть. Разрушение непоправимого как бы разрушения, там до хера еще температуру надо поднять. Куда вы стреляете? Кого вы стреляете? Блин, снайпа вообще шик. Ну вот, 90 градусов. У меня 83 написано. Или 86, я не помню. Ну, короче, что-то типа в этом. У меня он греется до 80 примерно. И так уже сколько лет? Довольно много. Сижу и не парюсь. Блин, хера пробили. Что, поднимется? Не поднимется. Я на их ложит вообще. А где я не вижу? Кого вы долбите? А! Я не нажимал. Давай, вставай. Чё, они его не видят или чё? Когда это билки? ГЖ, вот.
Теперь будет летать у тебя, летать. Когда подрубочная будет у тебя? А Doom без пердежей идет. Doom вообще очень хорошо оптимизирован на самом деле. Он на моей системе больше 200 FPS дает. Так что насчет Doom вообще не волнуйся. Они хорошо его еще сделали. Бля, крыс. Блин, а сохраниться-то мне не дали, да, ни хера. Ну, минус стали. Ну вот кто тебя дуру сюда вообще? Блин, вот падала. Да стой ты на месте. Так, мне бы туда подобраться к ним, да?
Вот девоньку опять убили. Чё? А чё я стрелять-то не могу? Чё за багуля? Я не могу стрелять. А чё вы в него? Блин, вы чё не... Да это противник. Ну-ка, хуйните в него что-нибудь. Она его под контроль, что ли, взяла? Да, наверное, она под контроль взяла. И не мог в него стрелять. Дело как ударка, все будет пиздатость. Чистый экран как лучше. Чистый? Где чистый? Да, надо, кстати, донаты вывести, да. Надо это, на пол экрана вывести донаты. Ну а чё, ушки сами себя на кресло не купят, так что это... Ну это тебе, видишь? А кому-то нужны. Блин, он опять забаговался. Нет, разбаговался. Тут лучше нам снайпу достать. А что там, кстати, по левелам-то у нас? 8 очечелов есть. Целых 8. Блин, я могу... барьер больше нельзя улучшить. Специализация барьер. Но я могу вот здесь улучшить. 8. Либо дробовики вкачать. С ним ходить. 250 урона в секунду всем противникам ради устраняет место попадания. Устраняет перегрев. Так, сюдыть. Мне нужен... Это что? Сокращает время восстановления здоровья и защиту. У кого мало зрителей и донат гол. О, надо, блин, вывести точно. Чтобы лайф меня скипал. Блин, ладно, пофиг, давай, надо качаю. Ну, зато монетизация есть у стримера, у кого большой онлайн. Блять. Шо он отсюда?
Говорит уж, пошел он. Блин, снайпа тащит, я вам говорю. В этой игре. Надо было разведчика брать. Я бы сейчас был богом. Напиши. Кто тебе мешает? Что тебя останавливает? Что я максимально не помню это вообще место. Ты выдели, он прочитает. Видишь, там появляется совсем другой мотив для того, чтобы задонатить. Чтобы написать, чтобы это было слышно и прочитано. То есть ты, короче, хочешь, чтобы я вечно сидел онлайном 4 человека, да? Вот, это чуть плохо пробивается. Так, тихо, тихо, тихо. Почему заблокировано-то? Почему? Это кто кинул? Кто это кинул? Нас сейчас бахнет. Это же не я кинул. Я не кидал. Исчезло. Так, F5. Опа. Вот тот в стиралке застрял. Смотрите-ка. Тише, тише. Quit shouting. This place is crawling with Geth. Sorry, I am a little... Look, my name is Dr. Liara Tassoni. I am an archaeologist. Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? У меня есть ее пару моделек. Да никто не сомневался, что у тебя есть ее моделька. Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. How'd you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! Your mother is working with Saren. What? I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out. Давай еще. Мне вот так показывают, что можем сделать. Any suggestions on how we can help? There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part.
The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. С ними Кроган? Что? Блин, мне нравится, что они падают, блин, от этих выстрелов. Только мощно в них прилетает, что они теряют равновесие. Нихуя себе. Так. А вот если я не открою инвентарь, я ут подниму или нет? Не знаю, я вот этой механики здесь. How did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. У нас мощные пушки. We blasted through with the mining laser. Of course. Yes, that makes sense. Please, get me out of here before more Geth arrive. That button over there should shut down this containment field. Зор, у тебя есть сценка, где Лиара висит вот так вот, значит, застрявшая в ловушке? Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. Think fast, Miss Prothean expert. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. Между прочим, сейчас
Мы собрали всех девушек, которые я могу взять в команду. Представляете? Они сейчас все здесь находятся. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. He needs to move faster. Пастор, пастор. Ну тут что должно быть? Коробки не просто так лежат. Геты должны прийти. А, и Кроган, понял. Ебать. Вот это походка у него. Surrender. Or don't. That would be more fun. О! Солдат-союзник есть. Ну, интересно, что он хочет. There a reason you're in my way? The same reason you're here. The Asari. Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. Это в We don't have расход. time to deal with this idiot. Charge! I like your attitude. Подожди. Подожди. Ща я с вами. Что-то 5, 3. Ау, за перчатки, наверное. А, ну Крогана немножко смахивает. Кроганы смахивают на этих тварюк с Хаву. Too close, Commander. 10 more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there and your pilot is making jokes? Sometimes Joker's a real ass. Just try to ignore him. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves,
Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. Здорово, здорово. If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you А have? какие ваши доказательства? Я это видел. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is И Кроган extremely такой rare. сидит и думает, блин, No что я wonder тут the делаю Death вообще? attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be Ну, видите, remarkably очень strong-willed. сильная воля. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you are right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. Зачем ты нам нужна? Looks like we wasted our time here. Wait, Commander. Saren might try another attempt on my life. I'd feel safer if you let me stay on your ship. Besides, my knowledge of the Protheans might prove useful later. Ты какой рано еще? And Ты что? her biotics will come in handy when the fighting starts. Рано еще. Я только в дверь постучался. Подожди, ты еще сразу-то. Расчехлять-то сразу. Прекрасно, еще инопланетянка. Ну ладно, не будем уж так добро пожаловать. Ну ладно, вы можете лететь с нами. We've already got every other non-human species on board. Might as well add an Asari to the team. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Вот видите, сейчас мы finished? осмотр проведем сперва, медицинский. Go see the doctor. The rest of you, dismissed.
Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Конечно, давай, связь. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liera's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Theron to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? Ну, да. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Доктора поиграем. Ну, поиграем чуть-чуть доктора. Потом в следователя. У меня есть даже examination table. Что это такое? Так, что, надо поговорить со всеми? Квеста. А что там появилось? Точность, что? Кого? Какая точность? Система обороны? О. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Температурный монитор. И это все читать надо. Еще один температурный монитор. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. Saving my boots from burning lava is part of your job, Joker. We don't give medals to soldiers for doing their jobs. That figures. Just get me a nice card and a cake. No coconut, though. I hate that crap. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? Так, я тебя про это спрашивал. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I have to go. Alright, see ya. Иллюминатор посмотреть. Надо дочистить это скопление, а потом уже лететь в цитадели. У меня план. Блин, тут анимация, конечно, долго, пока он подойдет, пока они так посмотрят там друг на друга. Just trying to get Is a this sense an official evaluation, Commander? Malenko, when it's just you and me, you can consider it off. That's a generous attitude. Okay. I think there's something wrong with all this. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. We've got our orders. Belly aching won't change them. I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities so an understanding of biotics could be compiled. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with.
I heard all about that. How companies would arrange accidents to expose people to element zero. There was never any proof of that. It's not what happened in my case, anyway. My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins. It only gets iffy around 63 when Kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on to using mass effect fields. It was a sterile research platform when I was there. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and Kinetics kept Jump Zero off the extranet. Тут очень много есть всяких российских штук. Даже есть этот новый Екатеринбург, по-моему, какой-то был на планете сейчас Колонин. Там был новый Екатеринбург. Может, это локализаторы так сделают. Кукусь. Да. Кукусь. Запрети, чтобы не было утечек. You were all teenagers. I'm sure you found other ways to occupy the time. I'm not the sort who does that kind of thing, Commander. Not lightly, anyway. There was a girl I spent a lot of time with. We kept our clothes on. Rana. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart and charming. А почему не Наташа? But not stuck up about it. I think you'd have liked her. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything Kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. But that's my own baggage, Commander. No bearing on this. It's a big galaxy, Lieutenant. Who knows what will come in handy? If you say so, sir. Besides, I've got my past squared away. Anything you need, Commander? Ты еще что-нибудь расскажешь? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. What's your opinion on the last mission? Dr. Tassoni. Seems like a sweet girl. Easy on the eyes. I mean, if you like the bookish sort. Ну, это да. Just remember, Lieutenant, I saw her first. Я первый ее видел, все. Only by a few seconds, sir. Его на секунду раньше меня, сэр. Понятно. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Все понятно. Блин, вот тут не хватает, чтобы был личный компьютер, куда всякие письма приходили там. Так, а здесь ничего не появилось нового. Вот там появилось, здесь нет. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Че, все, уже заработай. Нифига себе.
Commander, are you coming to check up on me? Я волновался. You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. До свидания. Alliance medical personnel take courses in alien biology, just in case. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up... Это моя работа. I had to save you. You can help me stop Saren. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Посмотрим. Promises are easy to make, but hard to keep. I do not begrudge you your suspicions. I just hope in time you will come to trust me. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. Мерзость как. I don't understand. Your species can mate with anyone. Вот темки пошли. Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. Benezia never told you her partner's name? Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. Проклятая It is чистокровка. possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Why agree to the union if she didn't want any children? I cannot answer that. This is all speculation on my part. It is possible she wanted to be part of my life, but something happened to her before she had the chance. Benezia never spoke of her partner.
Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that Блин, term, опять что ли was вернулись? another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a... It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been like... Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. До свидания, короче. Often the partner will pass on. I should go. Goodbye, Commander. I get the feeling you want to ask me something, Commander. Да. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. You must enjoy something about it. I love my work. Seeking out history's lost secrets has a special appeal for me. You were actually touched by working Prothean technology. That is why I find you so fascinating, Commander. Опа. Я вас привлекаю? Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Не волнуйтесь. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. I should go. Goodbye, Shepard. I get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? I should go. Goodbye, Shepard. Хочу поговорить. О чем? Мне надо идти. Ну и кого же мы будем романсить? А? Кого мы будем романсить? Смотрите, у нас есть два ксеноса. Два жалких ксеноса на нашем борту. И один человек. Не, ну если бы я был Шепардом, то Азари, ну она живет 1000 лет. Какой смысл? Мы сдохнем, она будет жить. Нет, это Азари не годится. У нас есть кварианка, но, блин, она в скафандре. Если она снимет скафандр, она заразится какой-нибудь страшной болезнью и умрет. Остается только человек. Так-то. И любишь старушек? Так она не старушка, по сути. Но ей 100 с чем-то лет, но какая разница? Прикинь, вечно молодая. What do you want, Shepard? Ну, тоже как бы плюс, да. Чего вы хотите? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Например. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Чё? Снимет она скафандр, да ей потом не очень, но все же. Не, ну если с другой стороны посмотреть, вот смотрите, я не помню, Лиара есть во второй части или нету. По-моему, она тоже во второй части есть. И там есть кварианка, но вот этой не будет. Хуманш, я не помню, как ее зовут. Ее не будет во второй части. Но во второй части там будет нормальный, прям очень хороший объект обожания там во второй части.
один из, наверное, лучших. Я, кстати, в третий не помню, кто вообще. Есть во второй. И третий вроде уже нет. Ну, кому нужны вот эти, как они, вот эта эмоциональная связь? Зачем она нужна? Никому же не надо эта эмоциональная связь. Лиара, по-моему, не самый лучший вариант. Чё, кварианка? Приветствую. Здорово, Петр. Позитивное настроение, удачно проходить. Спасибо. И надо было улететь в нашу систему. Надо было что-то есть. Надо было выживать. До свидания. Ладно, зачем вы улетели? Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order. Или Кроган, а? But the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes, a meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. Что там? Не знаю, может, у него панцирь какой-то есть. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. You must have family other than your father. Don't you miss them? No. Now that I have my family's armor again, there's nothing left for me. So long, Rex. Shepard. Господи, там этого кодекса. Rex? Commander? What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I'm not sure I believe it either. It's better to have her where we can see her. That makes sense. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. What's your opinion on the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story. I'm not sure. Too bad those ruins got destroyed. I mean, Do you have a few minutes to talk one-on-one? Sure.
I was just watching some mail from home. Oh, before I go, we saw Caden in a news vid about the Normandy. He's cute. Later, sis. Так. Let's pretend this never happened. Значит, Кайден, да? Are you interested in the lieutenant, Chief? Of course not, sir. Fraternization is against regulations. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family mail. Что, вы же не пришли на мою почту, раз уж... Ладно, не буду слишком ей грубить. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Did your father serve with the fleet? Yeah, took any crap posting he could get that offered space time. You know what? He worked his ass off trying to get recognized, but he never made it above serviceman 3rd class. He was real proud when I made Chief. First thing he did was salute. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen Hellwire away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. Sounds like that situation didn't last. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice, but didn't like it. She's kind of nervous. Sarah took Aikido. Abby decided to learn the sword. She always was a little weird. Likes big skirts and tops you have to tie her into. They do great things to her figure, though. So, what did you learn? One of Dad's friends taught me Marine hand-to-hand. So, what did you learn? Блин, а где второй-то вариант? One of Dad's friends taught me Marine hand-to-hand. You said all of your sisters learned self-defense? Lynn did pistol practice. They do great things to her figure, though. Ну ладно. Did anything happen while you were home? My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. She cracked him in the face. Good. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Where was your father during this? Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there.
I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. Cities of men and manners, climates, councils, governments. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. He's not a zombie, is he? You know, from heaven, wherever that is. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? You start preaching in the CIC, we'll have a problem. Commander, I'm not some kind of zealot. I believe in God. What everyone else believes is their business. I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. Что-то как последние два вопроса пошли не в ту степь. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I should get back to my duties, Skipper. Rifles don't maintain themselves. Not yet, anyway. I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Sir. Два последних не в ту степь пошли, ладно. Да. Разговариваешь. Постоянно из БЦ. Like what? Probably the same as most officers. Я ж тебя спрашиваю. Justice, wanted to help people. I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. He's not impressed that you're going after Saren? My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. You're a quick learner, Garrus. We'll beat him at his own game. It's the only way to stop someone like him. I'm right behind you, Commander. Блин, я что, с тобой не разговаривал, что ли, на эту тему? Commander, good to see you. Так, тут ничего нового не появилось у вас. О, консоль ядра сюда. Something I can do for you, Commander. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. Улыбку где-то там и увидел-то. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting used to how quiet your ship is. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Saren. Then I'll worry about my own problems. I should go. See you later. Hey, Shepard. You need something? I should go. See you later. У меня что-то нету с ним диалогов там. Ну и ладно. Такс. Я со всеми поговорил. Можно и доделать эти. Так чё, кварианка? Еще рано об этом думать-то.
Тали. Парос. Цирцея. Еще особенно гелий 3. Навсекая. Навсекая. Протей. Несмотря на высокую температуру, влажность и ураганы, протей считается подходящей для колонизации планеты благодаря уникальному сочетанию кислородно-азотной атмосферы и биосферы, основу которой составляет углерод. В рамках экспериментальной программы изучается возможность создания колоний под водой для защиты от суровых погодных условий. Столица Итака. Население 12 тысяч. 34 градуса, кстати. Саламин. Здесь нельзя высадиться нигде? Что? Как так? Первая система, где вообще нельзя высадиться. Я все посмотрел. Секая, цирцея, протей. Капец. Так, ну в любом случае надо слетать до цитадели. Система фортуны. Туманности конская голова. Конская голова. Понял. Идем до цитадели, сдадим костики. Так, мне получается теперь надо кварианку брать Италии. Не, на них еще ачивок нету с квестами. Ой, кого Италии? Италии и эту брать. Как она? Как ее? Лиару. Ну-ка, что у нее там? Прокачать ее надо.
Бросок, потом деформация, сингулярность. Стазис. Вот эти три штуки. Сингулярность особенно. Почеть. Электроника. Так. 16. Давай пистолеты максимум по броне. Первая помощь. Ну давай, ее тоже, по-моему, надо. Ой, я не то качаю. Вот это на единичку. Электроника нахер, наверное. Ремонт трансферирующий энергию щита. Поглощающее поле. Целом. Саботажа перегрузки. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Так, что у нас там есть по стволам? Особо ничего хорошего-то и нет. Дробовик навряд ли что-то переплюнет. Спектровский. Екали мне не интересны. Снайпа мы тоже топчик. Уравнитель прям мне нравится. Здесь ни хера нет. Ни хера нет. Броню одел. Так, там две дырки, поэтому я ее оставлю. Что еще? Зажигательные 5, зажигательные. Так, давай. Я не то смотрю, давай сперва с дробовика. Полоневые 4. О. Так, улучшенный прицел. Улучшение отдачи. Точность. С урон может. Радиатор 2.
Опа. Контр-адмирал Михайлович. Здравствуйте. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Приветствую. Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. And the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. Потом корабль с вами попал в лапы, когти, щупальца. Что там еще у них? Совета. Я подчиняюсь приказу. Captain Anderson made it clear to me that my assignment came from way up in the brass. They say jump, I say how high. Remember that when I tell you to jump. I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. This ship saved our lives a dozen times over. An exaggeration. I've read your reports. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Ну, проводи. I'm sure you'll find everything in order, Admiral. I'll just bet. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. What did you find out of order? Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? There are no amateurs on this crew. They know to keep idle chatter minimized during combat, and I can bellow with the best DIs. A fair point. I suppose the design has no chance of becoming standard. No need to worry about a generation of recruits learning things bass-ackwards. I had to shake my head at that drive core of yours, 120 billion credits of element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. Men of limited vision said the same thing about early aircraft, submarines, and tanks. There's two ways I could take that, Commander, but that is true. I suppose the early U-boats weren't much better. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? I'm Normandy's commanding officer. The regs state I have the authority to say who does and doesn't come aboard. If you disagree, send a complaint up the chain of command. Sophistry, Commander. You know I'm right. You want them on board that bad? Fine. Don't quote regs at me. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? We showed the Council something they hadn't thought of with our fighter carriers. You may disapprove of Normandy, but she's just another way we're outthinking them. That assumes Normandy's technologies can become practical in the future. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. Пришел, блин, такой здесь деловой. Всего отступник +2, а чё так мало-то? Капец. With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. Yes, most of the technology I had hoped to bring back to the flotilla has subsequently attempted to kill us.
Так, СМИ. СМИ, F5. F5 не работает. Commander Shepard? 5. Police have been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What sort of questions? People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. I can give you the chance to set the record straight. What do you say? So long as you understand that I may not be able to answer all questions. I'm sure our viewers will understand. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? Ну, блин. Всего лишь работа, не преувеличивает. Ну, блин, ну это честь. Честь для меня. The Spectres represent the best of every species in the galaxy. To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? I think they know not to ask me to work against my own people. I think our viewers will be glad to hear that, Commander. You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? The Normandy is a triumph of human engineering. Like our development of fighter carriers, it shows other races that we're able to think outside the box. That's gratifying. Many defeatist officers claim that the Alliance can't compete with the naval power of, say, the Turians. Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Miss Al-Jalani, I wear the Alliance uniform. And if you think anyone other than me says where the Normandy can go, you're sadly mistaken. No offense intended, Commander. I'm sure you have to follow the orders of your superiors. Of course, now your superiors are aliens. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Пора тебя заткнуть. Saren instigated the attack on our colony at Eden Prime. Once his involvement was proven to the Council, I was assigned to bring him in. That's surprising, Commander. The official line says Eden Prime was attacked by rogue synthetics. Good luck in your mission. Thank you for your time, Commander Shepard. Бля, я, по-моему, проболтался. Ну и хрен с ним. О, акварианец, все. Осталось только Лиару теперь докачать. Ну, 5 квестов с ней сделать. Hello, Commander. Show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Блин, у тебя тоже, что ли, цены упали? Хотя нет, оно не влияет. Ладно. Не знаю, мне надо вообще бегать по офисам. Может там что-то появиться или нет? Hello, Commander. Я думаю, что здесь не может. Они должны где-то на проходных местах быть. Так, ладно. Дипломат, попавший пехотинец. Ну, на рынок я схожу, так и быть. In entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members.
The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kit claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Так, интересные уж новости с Гамлетом. А, здесь чел может быть. Приставучий. Yes, Commander. Is there something I can do for you? You're a doctor. How did you end up here on the My Citadel? parents. I chose to keep the medical. Let me take a look. Of course. По идее, наверное, лицензии могу и позже купить. И бегать здесь по 1000 раз. This isn't a proof of purchase. It's a bank statement. It shows that I bought something from you and when I bought it. Well, thank you for buying from. Welcome back, Earth Clan. Show me what you. О. Не зря, ладно, это возьму. Это я возьму. Commander. Вот оно. I've been waiting for you to get back. I've got an idea and I wanted to run it by you. I've got a lot going on right now, but I can spare a moment. Great. This'll just take a minute. With so many human colonies being attacked, I'm not sure that one Spectre is enough. What if you signed me on as another Spectre? Кого? Conrad, I haven't been shot in the head nearly enough times to make that seem like a good idea. Joke if you want, but there were people who didn't believe in you, and you worked out, right? I know you're afraid to trust people after losing your team at Akuz, but I'd never let you down. All right, let's see. I'm a bad guy. Stop me from killing you. What? No, please. Please don't hurt me. Why are you doing this? This is how a gun in your face feels. It happens to me every day. You can't handle this. I thought you were a hero. Heroes don't do things like this. I wish I'd never met you. О, 9 очей. Вот это я понимаю. Обидели мальчик. Yes, human. You need something, yes? Oh, you will be pleased, I think. Very good. Yes, human. You need something, yes? Oh, you will be... Не. Не. Так, как мне теперь быстро есть через эту пройти? О, Финч. Блин, что, все-таки бродить надо лучше. They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. Ты кто? Have we met? Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. None of the vids mention it when they're talking about you.
So I ran with the Reds. That's behind me now. We're not trying to cause you trouble, Shepard. We just want a favor, for old time's sake. One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. What was this guy arrested for? Some stupid minor offense. Maybe he had a little red sand. You know how the Turians are. They declared him a problem, and they're shipping him back for a trial. You're not asking me to break Wiseman out of jail, are you? Of course not. But word has it you've got some pull with the aliens. All we're asking you to do is pull a little for us. What was one of the 10th Street Reds doing in Turian space? Since your days, the Reds have expanded. We do some salvage, a little shipping here and there, that kind of thing. Еще раз. What was this guy arrested for? Some stupid minor offense. Maybe he had a little red sand. You know how the Turians are. They declared him a problem, and they're shipping him Наркоманы back for a trial. чертовы. Ладно, пока I'll talk to так. the Turian and see what I can do. Thanks, Shepard. I knew you'd remember your old friends. The guard's over in Cora's den. Take care of this, and you'll never see me again. Угу. Паркинг. Can I help you? A human named Finch wanted me to use my authority as a Spectre to free Kurt Wiseman. The xenophobe? I should have known he'd have friends. Thank you for the information. We'll increase the guard on his cell. I knew you'd rat us out, Shepard. Now it's payback time. When we're through telling our story, the aliens will all know what the first human Spectre really is. My bio is public record. Everyone knows that I ran with gangs as a kid. They don't know that the Reds target aliens specifically. We've got the backers to handle off-world missions. Your alien friends won't like you so much when they hear what your gang did. What do you want, Finch? What gets you out of my life? What do I want? I want aliens off of Earth. I want the Council to stay out of humanity's business. The 10th Street Reds was a gang, not an Earth First movement. They're a human movement now. You think the Vids will make that distinction? I can find a dozen Reds who'll swear they saw you kill aliens for fun. Who's going to believe you then? You think I care what the aliens think of me, Finch? But this is your career. You'd throw it all away like that? I can legally execute everyone in this bar. You think the Council cares about my shady past? The Spectre has overcome a troubled youth to lead a proud military career. The Turians would not care about such things, and I doubt your lies would fool the Solarians or the Asari. Fine, Shepard, you're right. You're not one of the Reds. Maybe you never were. That man is a xenophobe who thinks he can blackmail a Spectre. You should have killed him. I didn't need target practice. Don't you have a prisoner to guard? Goodbye, human. It'll be interesting to see what kind of Spectre you turn out to be. О, нормально, кстати, да. Ну, надо было убить, да. I got business here, but not with you. Not now. I'm watching the show. Go away. Let me drink in peace. Наверное, нет смысла туда идти.
Блин, плохо, что здесь нету на карте, не отмечается хотя бы. Если они появились, отметки, что там стоит чел какой-нибудь. Чтобы выйти на эти квесты, нужно реально просто обходить все вокруг. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars. Many Council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni. In a rare admission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. Вот, а если бы я не ходил бы в этот бар, то я бы этот квест не нашел, In a получается. further development in the Eden Prime investigation, the Council has reportedly revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a Council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. А я его имя назвал, интересно? В репортаже. Так, мне надо в башню. Вот здесь есть Насана. Насана-то понятно. Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance... I really appreciate what you're doing for me. Please let me know as soon as you find any information on my brother. Так, вот там дамочка стоит, тоже какая-то подозрительная. I'm waiting to speak. Commander, any word on my missing men? I found them. What was left of them. They ran into a thresher maw. A thresher maw? That's not... My men wouldn't just stumble into a thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait, my unit wiped out, and nobody seems to know anything about it. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. О, теперь Азари есть. Captain Anderson said you had information on Baines. Not as much as I'd like to. One of my crews found him, frozen stiff on board a derelict vessel. The missing recon group? The one I sent you to find? They were scouting the system we found Baines' ship in. I hope you find what you're after, Admiral. I will, Shepard. I'll let you know when I find anything out. Хранителей всех изучил, да. Только квест получил, сразу пошел их всех убирать. Commander Shepard, could I have another word with you? Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. What do you want me to do? I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree.
I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. If you crack this story, what's likely to happen? Ideally, there will be calls to improve working conditions by hiring more controllers and upgrading systems. The council won't pay for improvements voluntarily. This story will provide that pressure. What will this bug allow you to pick up? Just audio and video. I'm not trying to tap into the traffic control system if that's what you're worried about. I just need to hear and see them in order to correlate their activity with traffic efficiency. Everyone knows space traffic controllers are overworked. How is this news? There's a difference between overworked and dangerous. Traffic at the Citadel has increased by 300% in the last century, but traffic controller resources haven't kept up. We already have several last-minute wave-offs per week. Do we have to wait for a full-blown disaster? This bug you want me to plant, could it interfere with traffic signals? Absolutely not. I made certain that the frequencies it uses won't interfere with anything. I can't promise anything, but I'll see what I can do. Give me the bug. Excellent. Just place it on a terminal with a good view of the area. Thanks again for your help. In the long run, this story is going to save lives. Чего не сделаешь ради экспы. Interesting. А не могу тут вызвать совет? А ну, совет сюда. Вот и, блин, бегаешь по 1000 раз здесь по локациям, чтобы что-то увидеть и найти. Так, ну, давайте тогда... Или это мне потом вернуться надо будет, да? Президиум, финансовый район, магазин. Зайду, смотрю, что там продается. О, вот еще стоят. To tell me what my husband would want. I'm the only person making sense right now. You're endangering your baby. This baby is the only thing I have left of Jake. I don't care what you think, Michael. It's my decision. I know you're hurting, Rebecca, but don't let your grief hurt your baby too. Can I help you with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. I thought gene therapy was common. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Alliance receives. What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. Which are nowhere near as effective as simply getting the gene therapy. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know about. Don't you understand? If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. Блин, ну пусть сама решает, что. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. Of course she is. So are you. Yelling at her won't bring your brother back. How dare you? I'm trying to do what's best for the baby. Then support the baby's mother. Stand with her when she makes tough decisions. This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him.
I need to know that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that much. We will. I promise. Thank you for talking with us. I appreciate it. Вообще к специалисту бы обратились. Да я тут на улице, блин. Подошел чел какой-то непонятный. Мутный. И они сразу поверили ему. Show me your items. Oh, this one is... Блин, у тебя то же самое, что ли, продается? 208. Не, ну жестко, кстати, вроде как. Но покупать ее, конечно же, не буду. Commander, it is good to see... Show me your items. Oh, this one is... А, это винтовка. Броня. Show me your items. Oh, this one... Ясно, понятно. Вот здесь могли бы и сделать бесконечный бег. Все равно нету смысла от усталости никакой. Могут были внизу быть какие-нибудь челы. Я бы их, наверное, увидел отседа. This place seems strange. Wish there were more humans around. Насана. I know you. You're Commander Shepard, the human Spectre. Is there something I can do for you? You're Nasana, right? I ran into your sister, Dahlia. It didn't end well for her. What? Are you saying she's... Dahlia's dead, Nasana, and I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. I'm a Spectre, not some merc for hire. I can find credits anywhere. True, but I'm the only one who can authorize you to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. I gave you what you wanted, Shepard. We have nothing more to... Так. Не отвалилось? О, хорошо. Отвалилось. Discuss. Что еще? Жучок поставить. Диски, записи, эмблемы. Это понятно. Бандитские войны. Это понятно. Каперы. Конская голова, конская голова. Все в конской голове. Надо ставить жучок.
с БЦ. Your biotic skill is extremely impressive, Dr. Tassoni. Is that typical among Asari? While the Asari have natural biotic abilities, not all have the desire to learn to use their abilities effectively. And the Asari are the most advanced race on the Council. I wonder if all Citadel races will eventually be natural biotics. Кстати, а у тебя же по оружке ничего нету. Ничего нету. Так, установил жучок, и что, мне теперь вернуться к ней надо? Вернитесь в башню, сообщите. I'm already getting readings. This is gonna make a great story. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. It was no problem. Good luck with your story. It deserves to be heard. I appreciate your support. I hope this will save some lives in the long run. Thanks again for your help. I'm gonna show this to my publisher. Герой. Ну ладно. Так, ну все тогда. Валим. Живые СБЦ. Сейчас полечу на астероид. Надо будет сейчас только модирование всем еще проверить. Продать все лишнее. You must welcome civilization after so long a time in the Prothean ruins. No, cities and stations were always my mother's area of comfort. I actually enjoy the solitude of dig sites. The ship I grew up on was always full of noise and people. The solitude of a dig site would drive me crazy. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Ну давай.
Так, ну поехали. Начнем. Кого я буду сейчас брать с собой? Из Гарус. Гарус, что по винтовочкам? О, 160 страйкер. Ядрить. Инструмент. Бонус перезарядки умений, увеличение энергии щита. Блин, может мне Nexus кому-то другому дать? Ладно, бери. Брони на тебя нет. Какой 5-й? Шестой. Урона и минус 20 того и того. Что-то херня. Величайшей. Хайден. О чем ты меня спекли?
Командер Шепард. Здорово, Гатана. Блин. Дай на твой ник Гатана Оранжа, блин. Быстро не прочитаешь. Здорово. Медведица. Будешь медведицей. О, у нее тоже 2 появилось слота. Так, 12. Чё это? Интерфейс первой помощи у тебя стоял, да? Чё мне показывает не то? Интерфейс первой помощи. Старый. Блин, а новых нету. А не, вот есть получше. Так, и защита физурона, щиты, точность сокращения установления, скелет, крушащий урон. Надо. Да, модуль щита просто. Бой Шепард Вай. Блин, это ж канон. Ты чё? Блин, кто вообще играет в здравом уме за женщину Шепарда? Ну что это за бред вообще? Ну конечно, да. Number one. Идите и дальше там это своих девок гоняйте по этим Геншине. Шепард, он ли мужчина? Никто не может спасти мир, кроме как мужчина. Никто. Блин, с броней у меня средняя броня, тяжелая броня. А меня турянец-то вообще может среднюю таскать? Я что-то это... ХЗ. Сейчас проверим. Гарус. А у него не вкачано. Тогда мы пока не будем трогать. Он по-любому должен таскать. Просто я его давно не брал уже с собой. Так, ладно, броню пока не трогаю. Мне надо вообще всех это... подкачать будет. Броню пока не трогаем. Там гладиатор можно скинуть, нахер не нужно. Эти пока оставим. Так, чувак. Новинки, да. Let's see what you've got. Вот что этот снайпа делает? 237. Ух. Блин, ну вот это стреляет у меня вообще прям как огонь. Штурмовка мне не нужна. Броня хищник. 52. Не. Так. Здесь тоже ничего нет. Продать. Продать весь мусор. Бэм. А чё-то не так много денег-то. Но у меня вещей-то было немного. Так, теперь вот это вот. Это вот все. Все говно. Вот это первое. Улучшение интерфейсы. Дешифраторы. Вот эти вот модификации старые.
Гарус, same voice actor in Central Inscom. Вообще без понятия, не знаю, о ком ты. Что, четверки тоже продавать? А куда мне их солить-то, блин? Что туда? Пятый оставлю. Идите я тут на утаманил. Погоди. А, броня пошла. Ну. Так, это брать. Тяжелая броня. Ставить. Хотя кто у нас будет из людей таскать тяжелую броню? А, нет, будет. Да, будет. Так, улучшение. Тяжелая броня. Средняя. Там ничего другого больше не должно быть. А, подать. Угу. Я никогда в жизни бы не стал играть в Mass Effect бабой. Никогда. Message coming in. Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. I don't agree with everything you said, but at least you got her on your side. I just hope it doesn't damage relations with the Council. I'm not important enough for them to get hysterical over. Well, that would have been true a few weeks ago, but now you're above most humans in their regard. There is one other matter, however. The Citadel has been trying to play down Saren going rogue. It makes the Spectres look bad. Your mention of him was politically inconvenient. How angry was the Council? About what you'd expect. Don't worry too much about it, Commander. They're always angry with us. Ну да, я лишку сказал, да. Это я сам согласен. Надо было не упоминать его имя, по крайней мере. Надо было держать это в тайне. Ну что? На стероид надо сгонять. Скопление исхода. Стероид X57. Утопия. Message for you, Commander. Just came in over a secure channel. Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher Moor. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Top secret, highest level security clearance. They vanished a few months ago.
dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. This is probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me now. I need to disappear before they find me. Ну все. Кахоку, или как его там, F. Занаду. Ничего нету интересного. Нирвана, ничего себе. Планета Нирвана, кстати. Нирвана не представляет коммерческой и научной ценности. Несколько геолого-разведывательных станций были построены в начале 2160-х годов, но все они со временем были закрыты. Альянс поддерживает работоспособность автоматической станции ледяного бурения, на которой хранится большое количество топлива из дейтерия для кораблей флота. Ага. Сион. У Сиона 112 спутников, от притянутых астероидов до Асфоделя, планеты, имеющие достаточно большие размеры, чтобы удерживать атмосферу. Иден Прайм. Тут бывали. Живописная планета, на которой процветает сельское хозяйство, стала одной из первых колоний землян за пределами ретранслятора Харон. Биосфера Иден Прайм удивительно хорошо подходит для распространения земных форм жизни. Природное изобилие стало причиной притока большого количества иммигрантов и застройки альянсом систем и различными корпорациями. В настоящее время Иден Прайм представляет собой идеальную модель устойчивого и организованного развития. Население проживает в аркеологических мегаполисах, эффективно использующих пространство, которое возвышается над тысячами километров зеленых полей и фруктовых садов. Столица Константа. 3,7 миллиона. Аркадия. Тут нет ни хера, не смотрю. Несмотря на впечатляющие базальтовые колонны, создающие красивые пейзажи, дружелюбная окружающая среда сдерживает коммерческое развитие Аркадии. 358, ё-моё. Так, ну понятно это. Будет поинтереснее место. Тут мы в самом начале были. Астероид. Локи. Нифига тут про него. Сканирование ледяной шапки показало наличие под ней пересекающихся подземных тоннелей. Некоторые из них имеют на удивление регулярную форму. Поэтому первые экспедиции стремились обнаружить здесь следы их искусственного происхождения, но последующие исследования доказали, что эти тоннели образовались естественным образом. Тонкая атмосфера Локи состоит в основном из криптона и ксенона. При приближении планеты к перигею замерзшее отложение триоксидов и двуокиси серы испаряются, образуя облака над поверхностью полушария, обращенного к Асгарду. Что? А, погодите, тут все планеты будут так называться? Странно. Локи. Так, где Асгард? Тир. Терранова. Бор. А что за к Асгарду? По своему строению Тир во многом похож на Землю. Но эта планета находится... 4. Что такое астрономические единицы, да? А, точно, от Асгарда. А ее атмосфера в основном состоит из азота и этана. Несмотря на хорошие условия для терраформирования, наличие в этой же системе заселенной и удобной для проживания Террановы ограничивает потенциал Тира, не сводя его до роли вспомогательной планеты. Почти сотня корпораций, принадлежащих как людям, так и инопланетянам, опутала поверхность Тира своими добывающими и перерабатывающими предприятиями, дистанционно управляемыми машинами. Местные полезные ископаемые в сочетании с залежами платины на Терранова
служит сырьем для местного производства водородных топливных элементов. В настоящее время доля этой продукции системы Асгарда на общегалактическом рынке составляет 4%. Столица Кауди-Даур. Так, Бор. Огромный газовый гигант. Источники ионизации пока не установлены, но масса Бора, равная массе 6 Юпитеров, и высокая температура свидетельствуют о том, что этот газовый гигант вполне может быть небольшой звездой на стадии зарождения. Сильная гравитация затрудняет промышленную добычу, но это единственный газовый гигант в системе. Водород, необходимый для местного производства топливных элементов, а также столь ценимый повсюду гелий-3, необходимый для производства реактивных ядерных двигателей, экономически оправдывает его разработку. Так, а мне показалось, здесь не было спутников никаких. Терра-Нова. Терра-Нова входила в список планет класса 1, пригодных для колонизации и открытых во время первой волны исследовательских экспедиций Альянса в 2150 году. Она стала второй колонией людей за пределами Солнечной системы и первой после ретранслятора Харона. Несмотря на то, что экваториальные области планеты занимают обширные пустыни, районы ближе к полюсам отличаются умеренным климатом. Колонизация происходила довольно медленно, до тех пор, пока в 2070-х годах не были открыты богатейшие залежи платины. Этот редкий металл, необходимый для производства мощных и чистых водородных топливных элементов для частных кораблей, стал причиной настоящей платиновой лихорадки. За последние 20 лет численность населения Терра-Нова увеличилась на 30%, причем темпы роста не спадают до сих пор. Столица Скотт. А население маленькое довольно для такой планеты. X-57 астероид. Металлический астероид, изначально располагавшийся в точке Лагранжа позади газового гиганта Бора. В связи с промышленным развитием Терра-Новы потребовался новый орбитальный порт. Из-за недостатка средств решено было очистить изнутри астероид X-57, а из добытых материалов отделать внутреннее жилое пространство. При помощи гигантских реактивных двигателей на ядерном топливе астероид удалось переместить с орбиты Бора на орбиту Терра-Нова. Недавно связь с инженерной службой на X-57 была утрачена. Реактивные двигатели оказались вновь включены, в результате чего астероид направился прямо к Терра-Нова. Я чуть не помню, это типа дополнение что какое-то? Так, ну давайте классик команду вообще. Давно их не брал уже. Подкачать еще нужно. Status. Sensors reveal 3 fusion torches propelling asteroid X-57. At its current rate of acceleration, the asteroid will collide with Terra Nova in approximately 4 hours. Analysis. Torches must be disabled to cease the acceleration. Hello. I heard your transmission. Can you hear me? You haven't found me yet, but I can't talk long. Shut down the fusion torches. I'm going to die. God, I hope you're hearing this. Приколдесно. Ох, как я давно вас не брал с собой. Так, урон штурмовых и снайперских винтовок. Качаем те до снайпы, во-первых. Так, боевая подготовка, адреналин. Так, мне нужна дешифровка. Электроника тоже же до первой? Не. Погодите, дешифровка. А, электроника, вот это надо.
Это есть. Так, броню теперь. Средний. Это есть. Давай чуть снайпу подкачаем. Брянский агент что добавляет? Точность всех видов оружия, штурмовки и винтовки на максимум. Боевую подготовку тоже как сделать. Сильнее счета. Рекс. Это топ. Так, дробовики тебе надо открыть. Физподготовка, иммунитет. О. Вот, теперь у всех эти броня есть открытая. Топовики. Что из этого надо? Основные щита. Деформация. Иммунитет. Снижает урон здоровью. Не снижает урон щитам. Ля какая. Тебя у меня вообще нету брони. Скоро опыт надо будет у шеста. Прежде чем убить выстрелом из пистолета в затылок, жертву сильно избили. Похоже, что он сдался на милость захватчиков, но те его зверски пытали. Последняя запись станции наблюдения 3. Инженер Мендель. Опять сломалась центральная башня передатчика. А ведь я давно предупреждал о неисправности в схеме. Удивляюсь, что наша связь осуществляется на половине своих возможностей. Когда Сладж сменит меня, пойду посмотрю, что там стряслось и можно ли ее починить. Headed in the right direction. I don't know who you are, but I'm... Damn it. Go.
Так, а это что? Двигатель. А это что? Башня-передатчик. Залететь что ли? Связь между башней, передатчиком и станциями наблюдения восстановлено. Местоположение станции наблюдения отмечено на вашей карте. Выглядит, конечно, прикольно. Здрасте. Check! Check! Release the Baron! Что за хуйня? Глаз что-то попало.
О, 7 пошли. Плохо. Отключить двигатель. I'm reading that the torch is offline. Was that you? Can you hear me? Who are you? What's going on? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. I've been hiding since they arrived. I think they know the torch went out. Why are they doing this? I don't know, but if this asteroid isn't slowed, millions of people on Terra Nova are going to die. If I find out anything, I've gotta go. Good luck. Она мне не понадобится. Опа. Hey. Oh God. I didn't mean to... Are you hurt? You can't go firing your weapon at everything that moves. What the hell's wrong with you? Sorry. I thought you were one of them. Here's a tip. 2 eyes, human. 4 eyes, Batarian. Yeah, okay. I'll remember that. I know you're scared, but I'm here to help. Commander Shepard, with the Alliance. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are 4 million people down there, Shepard. My family. They live in Aronis. My kids and grandkids. Nice communities, good schools. I don't have time to do the math in my head. What happens if we don't stop this rock? X-57 is 22 kilometers long, twice the size of the asteroid that wiped out the Earth's dinosaurs. It would be like millions of fusion bombs striking at once. Millions. The heat of the blast. 1,000 kilometers away, clothes will ignite. There'll be global wildfires. Air shock will flatten everything for hundreds of kilometers. Terra Nova will die, Shepard. Not just our colony. The planet. There'll be a climate shift, mass extinctions. The ecosystem won't recover for thousands of years. Millions, maybe. Is there any chance it'll land in the oceans? That would be even worse. Tsunamis would sweep inland at hundreds of kilometers per hour. Millions of tons of water would be vaporized at the point of impact. Global cloud coverage. The plants could all die, and if they go, the whole ecosystem rolls over. I'd have to run the numbers, but take my word for it, it'd be bad. Удовлетворительно. Оставляем как есть. I guess Batarians are as bad as they say. I've heard all the stories. Slave rings ranching people like animals. Pirate bands burning colonies to the ground. But this is... The Citadel conventions forbid asteroid drops. I never thought the Batarians would go this far. The conventions only apply to council-aligned races. The Batarian government is a rogue state. The Batarians aren't stupid. If they made a policy of this, the Council would declare war on them. My opinion? These guys aren't backed by their government. They've got to be working on their own. We can worry about who to blame later. Yeah, I guess you're right. Is there anything else I can tell you? You were on the ground when this happened. How many Batarians have you seen? And where? They landed at the main facility. It's locked down now. They've changed the passcodes, no idea what's going on inside. I did see groups head out to each of the torch stations. Couldn't say how many, though. Enough to give you a fight. Any idea who's behind this? Who's leading them? That might provide a clue. I heard a couple of them talking. They mentioned a Balak. It sounded like he's the one in charge. They didn't seem convinced this was a good idea, but they were scared of the guy. Scared enough to do what he wanted. Batarians everywhere, and I need to shut down all 3 torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. You set them up. Can you disable them?
Not from here. No. There are manual controls by the entrance to the torch facility inside the blast zone. You can disarm the caps there. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varen, I don't think they always wait for a corpse before feeding. Any idea where I can find them? They were running checks on our perimeter equipment. Easiest thing would be to tap into the transmission tower out on the surface. The equipment stations will show up on your sensors. I came across a member of your crew. He didn't make it. I see. Well, maybe the other two are still out there. You never know. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. A woman named Kate Bowman contacted me. The Batarians haven't found her yet. Katie's alive? She's one of my best engineers. She signed on with her brother, Aaron, I think his name is. He's part of the security detail. I hope they're okay. Give me a worst-case scenario. We can't stop the asteroid. Could the colony be evacuated? Shepard, it took 30 years for the population to grow that large. I'm sure they're moving people to remote areas, but they'd never be able to get more than a few thousand off-world. We just don't have enough ships. No one does. Well, maybe the Quarians, but I don't see them suddenly showing up and offering us a ride. Why were you moving this thing in the first place? Well, the idea was to drag it into Terra Nova's orbit, mine it out, and in the end you'd have a basic structure for an orbital station. It's a lot cheaper than getting everything up into orbit from the planet's surface. The minerals we extract almost cover the costs. What can you tell me about Kate? Smart as a whip and bold as they come. I hope she keeps hidden. If they find her... Oh, Katie, don't do anything stupid. You'd better find a good place to hide. If the Batarians come back and find you... Yeah. I think I'll make myself scarce. Good luck, Shepard. Все ясно, понятно, что. Будем работать. Но уже сегодня. Уже не сегодня. Все. На сегодня. И что, всем спасибо. Приходите завтра, как говорится. Вот. YouTube не отвалился. Это хорошо. Спокойной ночи. Пока. Пока.